Всем огромный привет! Сегодня готовлю осетинский пирог. Признаюсь вам честно, удержаться и не съесть кусочек точно не получится. Получается невероятно вкусный и очень сытный. При этом требуется немного времени и минимум продуктов. С начинками можно экспериментировать, но на мой вкус картофельная самая вкусная начинка. Кстати, выпекается такой пирог в духовке всего 10 минут. Вес очищенного картофеля 300 грамм кладем в кастрюлю. Воду подсаливаем и варим до готовности. И сразу приступаем к приготовлению теста. Отмерим 250 грамм муки, добавим неполную чайную ложку соды и перемешиваем. В миску вливаем 200 мл кефира, вливаем 40 мл растительного масла, добавляем половину чайной ложки соли, 1 чайную ложку сахара, перемешиваем. И теперь добавляем постепенно просеянную муку с содой. Замешиваем тесто. Тесто получается эластичное, к рукам не липнет, если только слегка. Возможно, потребуется еще муки. Мне потребовалось дополнительно сегодня еще 20 грамм. Убираем тесто отдохнуть, пока готовится начинка. Картофель отварился, сливаем жидкость. Сыр 200 грамм натрем на крупной терке. Теперь мнем горячий картофель и добавляем сразу тертый сыр. Обязательно добавляем черный молотый перец. Хочу вам похвастаться своей новинкой на кухне. Это электромельница с подсветкой. Оказывается, это очень удобно. Перец перемалывает мелко и самое главное, не нужно применять особых усилий для этого. Я в полном восторге. Перемешиваем сыр с картофелем. Начинка готова. Дадим ей немного остыть. Хочу отметить, что тесто и начинки должно быть по весу примерно одинаково. Тесто у меня 550 грамм, а начинки примерно 500 грамм. Для удобства пирог лучше формировать сразу на коврике для выпечки. У меня силиконовый коврик размером 30 см на 40 см. Он как раз подходит на стандартный противень. Удобен тем, что он не скользит при использовании и не нужно смазывать его маслом. 100% к нему ничего не пристает и моется очень легко. Купила я этот коврик и электромельницу в онлайн-гипермаркете. Тут просто. Кстати, там много всяких интересных штучек для кухни, дома, животных и сада. Я люблю всякие интересные и полезные мелочи, а в этом онлайн-гипермаркете их столько много, что даже я растерялась. Не зря говорится, мелочь а приятно. Ссылки на сайт тут просто я оставлю в описании под видео. Рекомендую заглянуть, там много интересного. Тесто обваливаем в муке и руками делаем круг. По надобности руки припыляем мукой. На середину кладем начинку. Кстати, эту удобную черную ложку я брала тоже на сайте Тут Просто. Защипываем тесто, как бы собирая мешочек. Теперь переворачиваем. И руками разминаем, чтобы получить пирог примерно в диаметре около 30 см. Кладем на противень. В желток добавляем немного молока и смазываем пирог. В середине делаем надрез. Выпекаем в разогретой духовке при максимальной температуре. Я выпекаю при 220 градусах 10 минут. Пирог готов. Дадим ему немного отдохнуть и можно разрезать. Я люблю его подавать в теплом виде, когда сыр еще тянется, но и в холодном виде он не менее вкусный. Как я уже говорила, с начинками можно экспериментировать. Можно капусту, фарш, яйцо с луком, рыба и грибы. Пирог получается очень мягкий, вкусный и аппетитный. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, поделитесь в соцсетях и напишите в комментарии, понравился ли вам рецепт и будете ли вы готовить. Хочу знать, насколько полезен вам данный рецепт. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!